Да, конечно. Год прошел, число сменилось, ничего не изменилось. Всем привет, с вами Юнифейс. Спустя год я все-таки сел записывать озвучку, и сейчас просто на экране стройка, которая должна была выйти, на самом деле, намного позже. Просто прошло столько времени, что не поговорить невозможно. А если я буду сейчас начинать с династии, то извините, там сюжет, все такое. Тут нужно просто как бы время для того, чтобы поболтать. С чего бы начать? Господи, я на самом деле это все было записано, включая мою династию, еще год назад. Вот буквально как бы я не прекращал активные работы и играл, но чисто... Но просто не садился за озвучку все это время. И в династии, да, столько всего строить нужно, поэтому я решил то, что я сначала выпущу. Отчасти, потому что я хочу выпустить династию и продолжить играть. Это, получается, я в нее уже год не заходил, какой ужас. И вот когда я ее выпущу на канал, тогда я продолжу играть для себя. Но и отчасти, потому что я не хочу там отстраивать очень много всего. Господи, а там столько всего произошло, это просто капец. Ну, то есть, я не буду ничего спойлерить, но скажу то, что этот музей, который вы сейчас видите, он как раз-таки сделан был для династии. И он, как вы заметили, находится в самой школе, как раз, где мои династийцы живут. Я вообще не уверен, что это видео будет люди смотреть, кто смотрел эту династию как бы год назад, поэтому вообще не важно. И при том, когда я записывал это видео, эту постройку, я думал то, что... Ну, я не думал, у меня был сценарий, то, что я буду ругаться на стройку, потому что это, конечно, ужасно. И я попытался построить, если кто знает, музей Гугенхайма, который бы мог здесь располагаться. Но, к сожалению, возможности Симса не дают сделать то, что я хочу. И это не просто плод, который здесь как бы исторически сложилось был. Ну, там же тоже был какой-то музей. Он мне нужен был конкретно для игры и для того, чтобы привести туда кое-кого, потому что в Сан-Мишеле фактически нет достопримечательности, куда можно было прийти. А тот музей, который здесь был, меня просто не устраивал. И я очень сильно мучился. Я помню, я до сих пор запомнил, потому что когда я его строил, это были огромные проблемы с закругленными стенами, так что наверху это даже не закругленные стены, это какая-то фигня. И вообще это была очень плохая идея, потому что, все так хвалят всегда стройку 74, но она такая... Ну, типа, я соглашусь, что там есть очень много приятных штук, очень много классных, и все такое. Но она не справляется даже с тем, что как бы было изначально. Ну, то есть, очень много вещей сломано. Это видео не об этом. Все, что вы нужно знать, это некий музей, который должен быть похож на Гугенхайм, который там в Нью-Йорке или где, в общем. Те, кто не знает, могут погуглить. А в целом, просто у меня не было такое количество времени, и столько всего успело произойти, потому что я изначально не снимал видео, потому что мне было негде снимать и записывать свой голос. Ну, то есть, вот фактически вот я записывал видео, это было возможно, а записывать свой голос нет. К сожалению, по определенным причинам. И ради этого я переехал, и теперь вот уже как год, хотел этим заняться, но не складывалось. Я успел за это время серьезно заболеть, и вроде вылечиться, но там еще много нужно чего доделывать, поэтому у меня еще раз откладывалось. В конце концов, я просто сказал себе то, что не буду себя ругать за то, что я не выпускаю ничего на канал, даже там, несмотря на то, что статистика и все такое. Господи, меня смотрят 2,5 человека, как там кто-то написал в комментариях видео по обзору участков из Даунтауна.
бачу на комментарии, да. Этих 2,5 людей, которые смотрят мое видео, я бачу на комментарии. Поэтому я скорее просто снимаю для себя и не ругаю себя за то, что я целый год не занимаюсь собственным хобби. Стараюсь себя не ругать. Потому что, может быть, мне недостаточно хочется, чтобы этим заниматься. И поэтому не стоит себя просто винить за вот такое вот все. Тут внезапно это... Я не знаю, что так повлияло. Наверное, это просто круг интересов за целый год развернулся на то, откуда мы начали. Я подумал, почему бы не позаписывать голос? Что-то я слишком много в последнее время смотрю видосов по Симсу и все такое. И очень хотелось самому выпустить свою династию, потому что я сам обожаю пересматривать эти видео. Серьезно, я, типа раз 10, и мне так обидно было, когда серию с вампирами не посмотрел достаточное количество человек по сравнению с остальными. И еще больше загадкой для меня стало, почему последняя серия династии, которая выпустил, с которой ничего не входило, стала самой популярной. Типа ее больше всего человек посмотрел. Хотя у меня регулярная серия там типа была выставлена что-то 2 в неделю. А вот вышел последний, и всем срочно нужно было посмотреть именно... Я не знаю, в чем логика. Как это вообще работает? Почему статистика работает как-то не так, как должна быть? Ну да ладно. Потому что ни одной династии мы едины. И последнее видео, которое я выпускал, было вообще про Гробстров, который я тоже до сих пор не могу выпустить. Хотя я делаю уже типа 4 года, получается. Но в Sims 2 у меня огромные проблемы из-за обновлений карты Невада и розового супа, так называемого. Если кто не знает, играет только в 4, то это розовые мерцания, которые возникают из-за новых видеокарт. И в Sims 2, насколько я понимаю, переполняется визуальная память, и типа там нет возможности обрабатывать все, что происходит, и поэтому начинает все стать розовым. Возможно, я об этом, кстати говорил в видео по постройке этого домика художниц, но у меня ничего не получилось сделать. И последнее исследование, здесь мне помогла Ingrid Sims с тем, что, оказывается, это в том числе из-за лаунчера от Lazy Douche, Ленивый Герцогинь, или как так, который как раз-таки по умолчанию, насколько я помню, там есть настройки, участки в высоком разрешении, и в итоге из-за того, что в городе, где много участков с улучшенными текстурами, типа улучшенными, насколько это возможно по меркам Sims 2, все начинает баговать и становится розовым. И проблема в том, что изначально у меня стояли самые высокие настройки, потому что у нас супер мощный комп, и вообще не было таких проблем с вот этим розовым миганием ни разу. Вот я помню то, что многие рассказывали, что в детстве, когда играли в Sims 2, у них там стены розовые мигали. У меня вообще ни разу не было такой проблемы. Никогда. Ни на одном из компьютеров. Типа, да, там Sims 2 лагало, да, было тяжело есть на участке, но никогда не возникало вот этих графических багов. И только вот в новом компе, когда я стал обновлять эту видеокарту странную, лучше бы, господи, я этого не делал, все начало мигать. И бесчатно, просто постоянно. Там, типа, минут 2 игры, у тебя все нафиг мигает, все розовое и так далее. Да, я скачал фикс от той же Lazy Douche, который просто заменяет розовый цвет на прозрачный, типа там все без бошек ходят или в Т-позе, но это не помогает, потому что он просто скрывает эту визуальную кашу, визуальный шум, суп, мигающий розовый цвет, который просто радость эпилепсика, и он не решает саму проблему. То есть проблема основная не в том, что все становится розовым. Это как бы ладно фиг с ним, не то, что игра вылетает через какое-то время, потому что у нее переполняется вот эта визуальная память.
И изначально, когда даже у меня стоял вот этот лаунчер для Sims 2, и были высокие настройки, все равно не происходило розового супер. У меня в какой-то момент просто при определенном обзоре с участков, когда было видно другие участки, игра зависала, и она просто вводила в бесконечную загрузку. И получается то, что это все произошло вот только из обновления. Потому что кто-то, умный на Ютубе записывал видео о том, что вот какие мерзкие креаторы делают там большие текстуры и много полигонов для Sims 2, и из-за этого у вас возникает розовый суп. Нихуя. Во-первых, я удалял вообще всю свою папку с загрузками, там ничего не было. И я ничем не пользовался, кроме вот лаунчера, и попробую тоже без него. Но, тем не менее, у меня, прям вот видеокарта, так как на компе XG, она выключалась и перекидывала на видеокарту, которая нужна, для чтения документов Word. Ну, вот, очень слабую. А потом, когда я переключал опять на Неваду, начинался реально розовый суп. То есть это вообще не из-за полигонов. И плюс еще Керосин и чипсы в Тамблере писала о том, что она, так как участвует в разработке, насколько я помню, еще и Paralives, то она изучает, как работают эти системы, в том числе графические системы Steam 2. И современным видеокартам несложно просчитывать текстуры, им сложно просчитывать, и полигон тоже несложно просчитывать, то есть там какой-то овер до хера огромный объект, это будет нормально. Но при этом, если это полупрозрачные текстуры, как, например, трава, то вот там возникают проблемчики, потому что благодаря картам, которые отвечают за прозрачность, вот, это уже тяжело просчитывать. И я здесь, конечно, еще поэкспериментирую, но у меня уже, нет никакой надежды. Я надеюсь, что я просто... Еще проблема в том, что я сносил... то есть в какой-то момент я психанул, снял Sims 2, решил его заново пересмотреть, у меня все стало... я даже не знаю, может быть и лучше, но теперь, например, превью семьи. Превью вот, когда семья, вы еще зашли вот только на экране городка, они просто не прогружаются. Там возникают вот эти вот розовые текстуры. И я не знаю, что с этим делать. Я уже замучился. В какой-то момент, перед тем, как я удалил Sims 2, я подумал, что, мне, наверное, просто придется прекратить играть в эту игру, потому что современные видеокарты не построены под нее. И я даже совсем недавно забрал свой старый ноут специально, чтобы заниматься своим любимым детищем, городком, лором. И не нужно было там, не знаю, для удобства чисто не вытаскивать все из папки Downloads. А у меня комп не работает. То есть это было просто разочарование года. То есть он даже не запускается для того, чтобы играть в Sims 2. Это какое-то безумие, потому что я покупал новый комп, чтобы играть в Sims 4 без лагов. А теперь у меня не работает Sims 2 из-за новой видеокарты. Просто ужасно. Так, я, наверное, думаю, что здесь нужно немножечко будет рассказать опять про династию, потому что участок был династии, и так как я подозреваю, что все-таки ее никто не смотрел, то вдруг это видео перед основным, перед сюжетом, который продолжится, будет такой отправной точкой. Хотя вы можете посмотреть все, что есть на канале. Тем не менее, династия Вульф, династия про две семьи, двоюродных брата и сестру, у которых есть по одному ребенку, которые к этому времени, который вот сейчас, просто-таки таймлайн, они уже выросли, потому что я отыгрывал весь подростковый период в школе, и поступили в университеты. И, по-моему, на этом все пока что закончилось. Да, все закончилось на моменте того, что, они отучились на несколько курсов, и сейчас Софи и Фреда... Фред остался в университете, а Софи ждет отстранения от учебы за неуспеваемость и такое.
Причем это произошло вообще без меня. Это произошло, когда я переключился на там мать или отца, вот что-то вот в этом роде. Это очень забавно. Вообще огромное спасибо всем, кто писал комментарии и писал вопросы. Мне всегда очень приятно это читать и неожиданно, потому что там сколько, 10 просмотров длинной серии. Это всегда приятно. И под моей династией, под первой серией, было несколько вопросов касательно вообще всей династии, на которые я еще раз отвечу здесь, хотя я ответил там же в комментариях. Так или иначе, это просто для длины ролика со стройкой. Хотя бы подразумевает то, что стройка и так будет слишком ускорена, но в конце будет небольшой обзорчик с всем музеем и со всеми помещениями, которые там есть. Итак, первый вопрос. На какой продолжительности жизни играешь? Я очень динамичен в вопросах о продолжительности жизни, потому что периодически я просто включаю обычную продолжительность жизни, если я хочу, отыграть некоторые сюжеты. И мне нужна скорость, что ли, в игре. А в Династии Вульф же я, наоборот, хотел очень сильно замедлиться. Я поставил длинную продолжительность жизни, самую-самую там эпичную или типа того. И плюс еще замедлил время. Потому что у симов у всех действия очень длинные, например, там почистить зубы и выпить кофе. А я хочу проводить очень размеренный день. И, например, уменьшаю время только когда они спят, чтобы побыстрее драматить. Время, когда они спят. И сейчас я играю полностью на выключенной продолжительности жизни. Это, естественно, проблема с университетом, потому что там 50% как бы жизни впустую проходит. Я не хочу, чтобы у меня умирали еще мое старое поколение. Первое по меркам этой династии. Чтобы все-таки еще пожили мои старые силы. Не старые, они еще взрослые, поэтому просто чтобы постарели. И я сам управляю тем, когда кто повзрослеет. Потому что для сюжета мне важно, чтобы они оставались со мной в том возрасте, в котором сейчас. И постепенно, когда я буду там приходить к каким-то ключевым точкам, например, как рождение ребенка или типа того, я буду либо включать старение, либо сам стареть символ. Проблема просто в том, что когда я включаю старение, и мои династийцы дольше все равно живут, чем все остальные, и там все друзья, родственники и так далее, все успеют сдохнуть к этому времени, а мне бы не хотелось. Поэтому буду смотреть, как с этим справляться. А сколько дней длится сезон в игре? У меня сезоны длятся стандартные 7 дней. Я просто думаю, это потому, что добавляет определенной динамики все-таки в игре. Но потому что как бы я отыгрываю 1 год жизни, который вот как раз-таки все 4 сезона. И он так просто быстрее заканчивается, что ли. Периодически я думаю, что все-таки буду, наверное, растягивать сезоны. Но, если честно, я просто, видимо, подустаю от игры в одном сезоне, потому что праздновать там Новый год каждый раз в 7 там, дней, это очень утомительно, когда они быстро проходят. И да, может быть, решение растягивать сезон такое плохое. С другой стороны, это убавит динамики самой династии. То есть там засиживаться в одном сезоне ради чего, я не знаю. Но вот сейчас, например, да, у меня есть вот этот мут, то, что осень там наступила, и хочется все, что связано с осенью заниматься. Не знаю, начиная от вязания, заканчивая изготовлением свечей, что-нибудь в этом роде. Соответственно, в Симсе тоже хочется, чтобы была осень, и чтобы там все ходили в школу или в университет, и какой-то вот такой вайб школьный поддерживать, и вот это все. Поэтому, может быть, я захочу задержаться в осени и не быстро проскочу этот период. Хотя я не помню, на каком сезоне
мы там сейчас остановились, тем более, что последний эпизод, который должен произойти, он вообще будет не сезонном городе. Поэтому там будут проблемки с отображением сезонов. Но у меня прям какой-то вот эра Темной Академии началась. Реально. Я то сейчас скачиваю игру Булли, чтобы поиграть в школу, потом я хочу в Night in the Wood поиграть, потом я хочу, наверное, Life is Strange, Hogwarts Legacy, типа вот это все, послушать тайную историю про студентов, прям одеваться уже по-осеннему, хотя у нас очень жарко, но очень меня захватило. Хочется заниматься осенними делами, хочется собирать листья и все такое. Поэтому, может быть, и в 74 я тогда какой-нибудь такой сюжет. Возможно, именно поэтому я и вернулся как по Гробстру. У меня какая-то гиперфиксация как раз началась по Гробстру. Поэтому теперь живем в осенней вайбе. Есть ограничения по ветке наследования, или ты выбираешь наследника рандомно. Я еще вообще пока что про наследование думал. А в итоге, к сожалению, игра решила сама за меня. Играем в том, что есть. Но в основном я перепрыгиваю из ветки в ветку, потому что меня никто не ограничивает в выборе родственников. И я думаю, что там у Кейт, например, могут быть еще вполне себе дети, потому что она этого очень хотела. И там появились интересные сюжеты повороты, благодаря которым очень сложно сказать, типа, не то чтобы сложно как бы выбрать, кто будет наследником, а скорее сложно сосредоточить геймплей на одном конкретном семье и его истории. Потому что разные ветки, они переплетаются, и там типа одни родственники встречаются с другими родственниками, в плане, не то, что в плане встречаются и выходят замуж, а в плане то, что их истории переплетаются, и они видятся, и благодаря этому у нас идет интересные сюжетные повороты, да, типа разным образом. И я скорее то, что переключаюсь там с Сэма на Кейт, с Кейт на Фреда, с Фреда на Софи, и то, слава богу, они хотя бы там живут вместе, мне полегче с этим. Когда придет время, я просто выделю, может быть, конкретного династийца и буду вести его историю, но при этом все равно не забывать о других родственников из династии, потому что сейчас, так как основная династия не может двигаться без постоянного документирования, что происходит, и вот с этой явной сюжетной линии, которую нужно продолжать, я переключился за игру за побочную ветку. На игру за побочную ветку. И играю ею и друзьями судей. И это тоже не менее увлекательно. То есть как бы развивать их историю вместо того, чтобы цепиться на династийцах, потому что играя вот только за династийцев, я устаю. Там типа сюжетная ветка Севу в целом закончена. И я знаю по протодинастии, к чему вообще это все должно привести. И сейчас я вообще думаю, может быть, переписать это. Но в целом, как персонаж, все понятно. Там нету какого-то интересного сюжета. Там есть монотонный бытовой геймплей с дом работы дома. А у Фреда и Софи, например, более интересный, динамичный геймплей. Так что там у других родственников можно найти что-то такое. И поэтому мне кажется, что это хороший вариант просто не циклиться как в классической династии, типа родился, женился, родил детей, умер. И следовать за кем-то одним. Намного интереснее переключаться на кого-то другого. Поэтому думаю, что я буду пытаться продолжать эту ветку, хотя я не знаю, как пойдет сейчас династия. Мне интереснее играть не за не за династийцев, за наследников, за основателей. И я сам даже не знаю, к чему все это придет, потому что некоторые персонажи для меня раскрылись так, как я вообще не ожидал, что они раскроются. Естественно, об этом я намного подробнее буду рассказывать уже в видео про династию. А пока никаких спойлеров. Я ничего обещать не буду, то что вот там типа скоро выйдет именно история династии или что-то еще в этом роде. Скорее всего, нет. Возможно. Но я надеюсь, что не буду забрасывать это все. И особенно корить себя за то, что я не записываю озвучку, хотя там уже монтаж, все готово. Господи, я за это время вообще забыл, как монтировать свои проги, и мне сейчас все заново вспоминать.
Но на этом надеюсь, что не прощаюсь. И если ничего не будет выходить, то выйдет просто когда-нибудь. Это не означает, что я все бросаю. Поэтому вот сейчас будет обзор музея, а с вами я прощаюсь до следующего видео. Всем пока.